Урок 1. Трагические инциденты. Я слышала об этом ужасном инциденте на круизном лайнере в прошлом месяце. Это такая трагедия. Знаю, это просто душераздирающе. Судя по тому, что я прочитал, спасательных шлюпок не хватало, чтобы вместить всех пассажиров. Это самые худшие. Обычно, когда происходит что-то подобное, компания недостаточно подготовлена. Совершенно верно. Безопасность всегда должна быть главным приоритетом, особенно при таких крупномасштабных операциях. Определенно. Непростительно, что у них не было надлежащих аварийных процедур и оборудования. Я согласен. Выжившие, должно быть, пережили столько травм. Вокруг просто ужасная ситуация. Совершенно верно. Мое сердце соболезнует всем жертвам и их семьям. Подобные инциденты действительно подчеркивают важность строгих правил безопасности. Определенно. Надеюсь, что в будущем это приведет к серьезным отраслевым реформам, направленным на предотвращение повторения подобных событий. Я тоже. Никому не следует переносить такое ужасное испытание. Это просто неприемлемо. Урок 2. Бронирование номера. Доброе утро, Анна. Мне нужно забронировать номер в отеле для моей предстоящей поездки. Можете ли вы мне в этом помочь? Безусловно, Джон. Какую комнату ты ищешь? Что ж, если возможно, я хотел бы получить номер с прекрасным видом. Хорошо, давайте посмотрим, что я смогу найти. Комната с видом была бы прекрасна. Это было бы здорово. Я гибко подхожу к деталям. Главное, чтобы у меня была хорошая перспектива. Понятно. Я проверю наличие номеров с живописным видом. Замечательно. Благодарю вас за то, что вы для меня этим занялись. Совсем без проблем. На какие даты вам нужен был номер? Я буду там с 15 по 20 числа следующего месяца. Понятно. Посмотрим, что я смогу найти для этих свиданий. Отлично. Спасибо большое. Я с нетерпением жду поездки. Уверен, вы прекрасно проведете время. Ах, поехали, я нашла отличный вариант. Отлично. Каковы детали? Это прекрасный номер в отеле Гранд с потрясающим видом на городской пейзаж. Звучит замечательно. Не могли бы вы забронировать его для меня? Конечно, я займусь этим прямо сейчас. Замечательно. Я очень признателен, что вы справились с этим для меня. Урок 3. Гражданский долг. Привет, Анна. Могу я спросить тебя о наших гражданских обязанностях? Совершенно верно. О чем ты думаешь? Что ж, я думала о том, как важно требовать честности от наших избранных представителей. Отличное замечание. Я согласен с тем, что крайне важно привлечь наших лидеров к ответственности. Определенно. Я стараюсь быть в курсе всех вопросов, чтобы принимать взвешенные решения прямо у урны для голосования. Это достойно восхищения. Легко погрузиться в шум, но быть информированным избирателем очень важно.
Совершенно верно. Я стараюсь изучать кандидатов и их платформы перед каждыми выборами. Это отличная привычка. Я делаю то же самое. Это помогает преодолеть всю риторику и выдумку. Именно так. И я думаю, что нам нужно выйти за рамки простого голосования. Мы также должны быть активными груждинами. Не могу не согласиться с этим. Такие вещи, как посещение мэрий, общение с нашими представителями и участие в жизни общества. Точно. Информированные и заинтересованные граждане– основа здоровой демократии. Хорошо сказано. Наш гражданский долг — быть активными участниками процесса. Сама не могла выразиться лучше. Это очень важная тема, и я рад, что мы сходимся во мнениях. Я тоже. Приятно знать, что есть и другие, которые относятся к этому серьезно. Совершенно верно. Спасибо, что поговорили со мной об этом. Приятно знать, что мы поддерживаем друг друга. Урок 4. Изучение Гавайских островов. Привет, Анна. Ты когда-нибудь была на Гавайях? Нет, у меня пока не было шанса. Но мне бы очень хотелось как-нибудь приехать. Это потрясающее место. На самом деле, на Гавайях довольно много островов. Правда. Я и не подозревал, что существует несколько островов. Какие из них основные? 5 крупных островов– Гавайи, Мауи, Ааху, Кауаи и Малакаи. Ого, это намного больше, чем я ожидала. Каковы основные достопримечательности на каждом острове? Что ж, на Гавайях, которые также называют Большим островом, есть вулканы и невероятная природа. Остров Мауи известен своими прекрасными пляжами и наблюдением за китами. Интересно, а как же Ааху? На Ааху расположены Гонолулу и пляж Вайкики, а также Перл-Харбор. Ах да, я много слышала о Вайкики и Пёрл-Харборе. А что насчет других островов? Кауаи часто называют «островом садов» из-за его пышного тропического ландшафта. Город Малакаи немного более сельский, и здесь более медленный темп. Похоже, у каждого острова есть свой неповторимый шарм. Я бы с удовольствием когда-нибудь их все осмотрел. Определенно, на Гавайских островах есть что посмотреть и чем заняться. Теперь это определенно в моем списке желаний. Спасибо, что рассказали мне о них больше. С удовольствием. Гавайи– такое удивительное место. Я уверен, что вам понравится, когда у вас появится возможность посетить его. Урок 5. Прогулки по продуктовым магазинам. Ладно, думаю, в нашем списке есть все. Может, пойдем к кассе? Конечно, я готова заплатить за наши продукты и уехать отсюда. Звучит неплохо. Похоже, там в кассе есть короткая очередь. Отлично. Тогда давайте встанем в очередь. Я немного проголодался, не могу дождаться, когда вернусь домой и начну готовить. Я тоже присматривалась к тем свежим овощам, которые у нас есть. Я подумываю вкусно пожарить на ужин. Звучит очень вкусно. Я принесла немного соевого соуса, который мы тоже можем использовать. Отлично. Это действительно улучшит вкус.
Не могу дождаться, когда смогу попробовать. Хорошо, мы на очереди. Пора выгружать тележку на конвейерную ленту. Хорошо, позвольте мне начать класть предметы туда. Можешь вручить мне хлеб и яйца. Конечно, вот и все. Я буду следить за суммой, пока кассир все просканирует. Отлично, спасибо. Похоже, наша сумма выглядит вполне разумной. Да, совсем неплохо. Хорошо, у меня готов кошелек. Какой способ оплаты вы хотите использовать? Давайте возьмем мою кредитную карту, так будет проще всего. Сдайте ее, когда кассир будет готов. Вы поняли. И вот, все оплачено. Пора брать чемоданы и возвращаться домой. Отлично, не могу дождаться начала приготовления. Безусловно, это был успешный продуктовый магазин. Урок 6. Бронирование места для отдыха. Привет, Анна. Я искал несколько вариантов размещения для нашей поездки. Отлично. Что вы нашли? Я с нетерпением жду начала доработки деталей. Что ж, есть действительно хороший пляжный курорт с отличными отзывами. Звучит отлично. Какие удобства он предлагает? К услугам гостей частный пляж, несколько бассейнов и несколько ресторанов на территории отеля. Отлично. Это отвечает многим требованиям, которые мы искали. Совершенно верно. И комнаты выглядят очень просторными и удобными. Замечательно. Как насчет цен? Укладывается ли это в наш бюджет? На самом деле это вполне разумно, особенно если мы бронируем заранее. Отлично. Это отличная новость. Хорошо. Давайте зарезервируем номер. Звучит неплохо. Я займусь бронированием и вышлю вам все детали. Замечательно. Спасибо. Не могу дождаться, когда начну собирать вещи для нашего отдыха. Я тоже. Это будет потрясающее путешествие. У меня хорошие предчувствия. То же самое и здесь. Хорошо. Я позволю вам позаботиться о бронировании жилья. Вы поняли. Я скоро свяжусь с вами и предоставлю подтверждение. Отлично. Спасибо, что вы позаботились об этом. Будет очень весело. Совершенно верно. Не могу дождаться, когда мы вместе оставим прекрасные воспоминания. Урок 7. Игра с домашними животными. Привет, Анна. Ты заметила, как наша собака любит играть с игрушками? Абсолютно. Он так радуется, когда мы достаем его любимый мяч или игрушку для жевания. Знаю, это самая милая вещь. Как часто ты обычно играешь с ним? Я стараюсь выделять не менее 30 минут в день на увлекательные игры. Важно поддерживать его активность и вовлеченность. Отличная идея. Я собирался сделать то же самое, но иногда я зацикливаюсь на работе и забываю об этом. Понимаю, жизнь может быть насыщенной. Но на это стоит потратить время. Нашему пушистому другу очень нравится внимание. Вы абсолютно правы.
Может, мы можем выделить час по выходным на более длительную игровую сессию. Звучит отлично. Уверен, ему бы это понравилось. Мы могли бы даже отвезти его в парк, чтобы он побежал. Отличный звонок. Ему всегда очень весело гоняться за игрушками там. Определенно. Да, и нам, наверное, стоит запастись новыми игрушками. Пусть ему будет интересно. Отличное замечание. Я сделаю заметку, чтобы забрать еще несколько вещей в следующий раз, когда мы будем в зоомагазине. Отлично. Уверен, он будет очень рад. Он такой хороший мальчик. Он заслуживает всех игр в мире. Не могу не согласиться с этим. Хорошо, давайте составим план нашего следующего большого свидания с ним. Урок 8. Техническая поддержка. У меня проблемы с ноутбуком. Можешь взглянуть. Конечно, давайте посмотрим, что происходит. В чем, похоже, проблема? Что ж, у меня постоянно зависает всякий раз, когда я пытаюсь открыть определенный файл. Это нехорошо. Вы пытались перезагрузить ноутбук. Да, я это сделала, но все равно работает. Что бы я ни делал, файл не откроется. Хорошо, давай я посмотрю поближе. Можете ли вы показать мне, что это за файл? Именно над этим отчетом я и работал. Мне очень нужно закончить его сегодня. Понятно. Позвольте мне проверить, нет ли проблем с самим файлом. Или это может быть проблема с программным обеспечением. Я этого боялась. Могу ли я что-то сделать, чтобы это исправить? Что ж, сначала давайте попробуем открыть файл в другой программе, чтобы исключить это. Отличная идея. Я попробую открыть его в Google Docs и посмотреть, сработает ли это. Отлично. Дайте мне знать, как это происходит. Если проблема не исчезнет, возможно, нам придется заняться более глубоким изучением. Хорошо, скрестив пальцы. Я действительно не могу позволить себе больше откладывать этот отчет. Не волнуйтесь, мы разберемся с этим. Я с радостью расскажу вам о некоторых шагах по устранению неполадок. Отлично, спасибо большое. Я очень признателен, что вы нашли время помочь мне. Урок 9. Неправильно понятый. Привет, Анна. Мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Хорошо, в чем дело? Я слушаю. Что ж, речь идет о том, что я сказал ранее. Мне кажется, меня неправильно поняли. Правда. Что ты имеешь в виду? Мне показалось, что я вас четко понял. Нет, я совсем не это имела в виду. Думаю, я плохо выразился. Понимаю, не могли бы вы пояснить, что вы хотели сказать тогда? Да, попробую объяснить это получше. Я не пыталась быть непримиримой. Хорошо, продолжайте. Мне интересно узнать твою точку зрения. Просто я столкнулась с большим противодействием со стороны этих обывателей. Я вижу, это показывает все по-другому. Думаю, я неправильно понял ваше намерение. Совершенно верно, я не хотела так поступать. Знаешь, я просто расстроилась.
Понял, не беспокойтесь. Я рад, что мы все прояснили. Общение может быть сложным. Ты мне говоришь. Я очень благодарна за то, что вы нашли время выслушать и понять. Урок 10. Корпоративные сплетни. Привет, Анна. Вы слышали о новом слиянии в отрасли? Нет, у меня нет. Что происходит? Напишите мне интересно. Судя по всему, две крупнейшие компании в нашей области объединяют усилия. Ого, это отличная новость. Знаете ли вы какие-либо подробности о слиянии? Судя по тому, что я слышал, это создаст движущую силу на рынке. Интересно, как это повлияет на конкурентную среду? Да, это, безусловно, вызывает волну. Бьюсь об заклад, это все встряхнет. Без сомнения. Не могу себе представить, что другие игроки индустрии этому рады. Точно, держу пари, сейчас они чувствуют некоторую угрозу. Могу себе представить. Это слияние действительно может изменить динамику, верно? Конечно, будет интересно посмотреть, чем все закончится. Согласен, за этим обязательно стоит следить. Конечно, мне очень интересно посмотреть, что со всем этим будет дальше. Урок 11. Историческая интрига. Привет, Анна. Вы слышали о том, что произошло между индийскими войсками и американским лидером? Нет, я об этом не слышала. В чем история? Я заинтригован. Судя по всему, индийским войскам удалось убедить американского лидера сдать все. Ух ты, это неплохая разработка. Как им удалось это сделать? Судя по тому, что я узнал, парень по имени Фицгиббон смог убедить американского лидера. Интересно, что мне интересно, какую тактику или рычаги использовал Фицгиббон, чтобы повлиять на лидера? Я не совсем уверен, но, похоже, это был впечатляющий подвиг убеждения. Безусловно, заставить американского лидера передать все в свои руки — немалое достижение. Да, должно быть, потребовались серьезные навыки ведения переговоров и стратегическое маневрирование. Мне очень интересно узнать больше о подробностях всего этого инцидента. У меня тоже такое историческое событие заставляет задуматься, что происходило на самом деле. Конечно, в этой истории, вероятно, есть нечто большее, чем то, о чем сообщается. Конечно, держу пари, что здесь есть множество интересных политических течений. Урок 12. Проблемы, связанные с пассивным курением. Скажите, вы слышали о проблемах с пассивным курением в последнее время? Да, у меня есть. Похоже, в наши дни это вызывает все большее беспокойство. Конечно, я читал, что некоторые считают, что пассивное курение может быть столь же вредным. Вау, правда. Я знал, что все плохо, но не подозревал, что все может быть настолько серьезно. Очевидно, что даже если вы не курите, простое пребывание рядом с ним может повлиять на ваше здоровье. Это безумие. Интересно, почему на решение этой проблемы ушло так много времени? Что ж,
Насколько я понимаю, табачная промышленность долгое время боролась против регулирования. Цифры. Прибыль, как обычно, выше общественного здравоохранения. Это так неприятно. Знаю, верно. Но, похоже, отношение наконец-то начинает меняться. Приятно это слышать. Знаете, люди заслуживают того, чтобы дышать чистым воздухом. Определенно. Каждый должен иметь право избегать непреднамеренного воздействия пассивного табачного дыма. Именно так. Это важная проблема общественного здравоохранения, которая требует большего внимания. Согласовано. Надеюсь, что в этом направлении мы продолжим добиваться дальнейшего прогресса. Урок 13. Завершен и готов к работе. Привет, Анна. У меня все собрано и готово к работе. Есть ли что-то еще, что нам нужно? Позвольте мне еще раз проверить. Думаю, у нас есть все необходимые. Отлично, я рада, что все готово. Эта поездка будет очень веселой. Абсолютно. Не могу дождаться, когда смогу ненадолго уехать из города. Я тоже. Тишина и покой в сельской местности будут идеальными. Определенно. Приятная смена темпа после здешнего шума и суеты. Конечно. И больше не стоит беспокоиться о пассивном курении. Хорошие замечания. Это тоже будет хороший перерыв. Больше не нужно этим заниматься. Именно так. Это будет спокойный отдых без курения. Я с нетерпением жду этого события. Спасибо, что помогли мне все подготовить. Конечно, рад помочь. Может, мы отправимся в путь. Да, давайте сделаем это. У меня все готово, и мне не терпится идти. Отлично. Тогда давайте отправимся в путь. Урок 14. Неудержимая машина. Скажем, вы слышали о новой роботизированной технологии, над которой они работают. Нет, что вы слышали? Мне интересно узнать больше. Судя по всему, именно эта машина спроектирована так, чтобы быть почти неразрушимой. Вау, правда? Как такое вообще возможно? У машин обычно есть свои ограничения. В том-то и дело, этот создан для того, чтобы медленно, но верно пережить все. Звучит немного тревожно. Не могу себе представить, что это хорошо. Можно так подумать, но они говорят, что это революционно. Все продолжается, несмотря ни на что. Ура! Это немного тревожит. Машина, которую невозможно остановить, звучит опасно. Знаю, верно. Это похоже на неудержимую силу, медленно измельчающую все на части. Страшно. Интересно, каковы реальные приложения для чего-то подобного? Хороший вопрос. Не уверен, но, похоже, это не может привести к чему-то хорошему. Урок 15. Наследование Земли. Утро. Слышали ли вы о последних событиях в этой дискуссии о собственности на Землю? Нет, у меня нет. Что происходит? Мне интересно узнать больше.
По-видимому, появилась новая философия, согласно которой сильные должны наследовать землю. Сильные. Что вы под этим подразумеваете? Звучит немного тревожно. Что ж, идея заключается в том, что владеть землей должны те, у кого есть средства и сила воли. На самом деле это кажется несправедливым или демократичным, не так ли? В том-то и дело. Они говорят, что демократия – это не выход. Править должны сильные. Ура! Вам не кажется, что это немного авторитарно? Мне не нравится, как это звучит. Знаю, это довольно радикальная идея. Но они считают, что это единственный способ добиться реального прогресса. Прогресс. Позволив могущественным взять власть в свои руки. Я не уверен, что это хорошее решение. Честно говоря, я тоже. Я боюсь, что это может привести к многочисленным конфликтам и репрессиям. Именно так. Нам следует искать способы расширения прав и возможностей всех, а не только элиты. Согласовано. Надеюсь, эта философия не получит должного внимания. Кажется, это опасный путь. Определенно. Мы должны отстаивать демократические ценности и обеспечивать равные шансы для всех. Хорошо сказано. Я буду следить за этой ситуацией и смотреть, как она будет развиваться. Урок 16. Предложение по новому курсу. Эй, вы слышали о новом правительственном предложении под названием «Новый курс»? Нет, у меня нет. В чем все дело? Это серия программ и стратегий, направленных на то, чтобы помочь стране оправиться от экономического кризиса. Интересно. Какие программы они предлагают? Что ж, они хотят создавать рабочие места с помощью проектов общественных работ, предоставлять финансовую помощь безработным и регулировать отрасли. Похоже, это может быть полезно. Что вы об этом думаете? Я ознакомился с этим предложением и испытываю к нему смешанные чувства. А, что вас беспокоит? С одной стороны, мне нравится идея о том, чтобы правительство играло более активную роль в поддержке людей. Да, это может быть очень полезно в эти трудные времена. Но с другой стороны, меня немного беспокоит вероятность превышения государственных полномочий и чрезмерного регулирования. Я понимаю эту точку зрения. Это тонкий баланс, не так ли? Именно так. Мне интересно услышать ваши мысли. Что вы думаете о предложении нового курса? Что ж, я думаю, что это смелый и амбициозный план, и я надеюсь, что он действительно может изменить ситуацию к лучшему. Согласен, это определенно амбициозно. Думаю, нам придется подождать и посмотреть, чем все закончится. Совершенно верно. Будет интересно понаблюдать за прогрессом и посмотреть, какое влияние он оказывает. Определенно. Я рад, что нам удалось это обсудить. Это сложный, но важный вопрос. Урок 17. Стратегическое мышление. Эй, вы заметили, что некоторые видеоигры действительно требуют стратегического мышления? Абсолютно. Те,
которые помогают вам оставаться вовлеченными и заставляют глубоко задуматься, лучшие. Знаю, верно. Те, на которые вы просто бездумно нажимаете, так быстро надоедают. Полностью. Лучшие игры заставляют вас планировать заранее, рассматривать разные сценарии и принимать трудные решения. Именно так. Это похоже на умственную тренировку, пока вы веселитесь. Определенно. Удивительно, как некоторые разработчики игр могут создавать такие захватывающие стратегические игры. Я согласен. Есть ли у вас любимые стратегические игры, в которые вы играете в последнее время? Что ж, мне очень понравилась эта градостроительная игра, в которой вам нужно управлять ресурсами, планировать инфраструктуру и принимать политические решения. Звучит как раз в моем переулке. Какие стратегические решения вам предстоит принять в этой игре? Что ж, вам нужно сбалансировать такие вещи, как жилье, промышленность, транспорт и коммунальные услуги. Вы должны предвидеть потребности растущего населения. Ух ты, звучит очень убедительно. Я вижу, как это заставит ваш мозг работать. Определенно. Это действительно помогает вам оставаться в тонусе и оставаться в тонусе. Есть ли у вас любимые стратегические игры? Что ж, я играл в этот сложный военный симулятор. Уровень детализации и решения, которые вам нужно принять, просто невероятны. Звучит увлекательно. Какое стратегическое планирование входит в это? Вы должны учитывать такие вещи, как передвижение войск, линии снабжения, рельеф местности, погоду и многое другое. Это все равно, что вести настоящую военную операцию. Ух ты, звучит очень интенсивно. Я вижу, как это действительно бросит вызов вашему стратегическому мышлению. Совершенно верно. Такие игры приносят гораздо больше удовольствия, чем бессмысленные, понимаете? Урок 18. Захватывающие приключения. Привет, Анна, я слышал, ты скоро планируешь большое путешествие. Куда вы направляетесь? Я так взволнована. Я собираюсь исследовать древние руины в отдаленных джунглях. Ух ты, звучит невероятно. Бьюсь об заклад. Это будет потрясающее приключение. Знаю, не могу дождаться. Я уже много лет хочу посетить этот сайт. Отличный выбор. Вы не будете разочарованы. Почему вы решили пойти сейчас? Что ж, у меня наконец-то появилось свободное от работы время, и погода должна быть идеальной. Тогда идеальное время. У вас есть специальные планы или мероприятия для поездки? Определенно. Я собираюсь отправиться в поход, поучаствовать в культурном фестивале и попробовать местную кухню. Похоже, это будет захватывающий опыт. Уверен, вы вернетесь с невероятными историями. Абсолютно. Я тоже надеюсь сделать несколько потрясающих фотографий. Я хочу по-настоящему погрузиться в местную культуру. Это так здорово! Уверена, вы получите настоящее удовольствие. Когда вы уезжаете? На самом деле я уезжаю через пару дней. Сегодня вечером я собираю вещи. Замечательно, вы
должно быть, полны энтузиазма. Прекрасно проведите время. Спасибо. Я обязательно расскажу вам все об этом, когда вернусь. Мне не терпится узнать все о ваших приключениях. Безопасных путешествий. Урок 19. Путешествие в мир открытий. Доброе утро. Я слышал, вы изучали историю морских путешествий. Да, меня действительно восхищают истории первых исследователей и их морские приключения. Это так интересно. Что вас больше всего удивило в этих путешествиях? Что ж, меня действительно поразило, насколько они были сложными и опасными. Могу себе представить. Условия на этих кораблях, должно быть, были довольно тяжелыми. Именно так. Это произошло потому, что условия на кораблях были крайне негигиеничными. Ух ты, звучит ужасно. И корабли были слишком переполнены, не так ли? Определенно. На борту было очень мало места для больших экипажей. Бьюсь об заклад, дальние путешествия тоже были изнурительными, без современных удобств и удобств. Совершенно верно. Морякам пришлось пережить штормы, болезни и всевозможные трудности. Удивительно, что им вообще удалось совершить эти грандиозные путешествия, несмотря на трудности. Я знаю. Это действительно говорит о храбрости и целеустремленности первых исследователей. Конечно, их жажда открытий, должно быть, была невероятной, чтобы преодолеть эти препятствия. Да, ими двигало чувство приключений и желание картографировать неизвестное. Вдохновляет узнать об их путешествиях и оставленном наследии. Определенно. Я совершенно по-новому оценил эпоху открытий. Понимаю, почему. Это очень интересная глава в истории человечества. Урок 20. Спортивный бизнес. Привет, Анна. Я слышала, что в последнее время ты следишь за деловой стороной спорта. Да, было очень интересно узнать о коммерческих аспектах отрасли. Что вы обнаружили? Мне интересно узнать ваше мнение. Что ж, одна из ключевых вещей заключается в важности частного спонсорства для многих спортивных организаций. Ах да, эти выгодные сделки с корпорациями действительно могут изменить ситуацию к лучшему. Совершенно верно. Команды и лиги всегда стремятся привлечь больше спонсоров. А еще есть крупные телевизионные контракты, верно. Это должно принести огромный доход. Определенно. Переговоры по этим сделкам с сетями по всему миру имеют решающее значение. Я могу себе представить, сколько времени и усилий затрачивается на этот процесс. Ах да, это сложная сеть переговоров и юридических соглашений. Деловая сторона спорта кажется почти такой же конкурентной, как и сами игры. Ха-ха, в этом ты прав. Стремление к максимизации прибыли — это постоянная работа. Думаю, такова реальность современного профессионального спорта в наши дни. Конечно, это многомиллиардная индустрия,
поэтому ставки невероятно высоки. Увлекательная вещь. Это действительно показывает, что спорт — это нечто большее, чем просто игра на поле. Именно так. Коммерческая сторона — это огромная часть того, что обеспечивает работоспособность всей системы. Теперь я могу оценить это еще больше. Спасибо, что поделились своими мыслями. Урок 21. В поисках идеального места для отдыха. Привет, Анна. Ты планировала какие-нибудь поездки в последнее время? На самом деле, у меня есть. Я пытаюсь найти хорошее место для отдыха на выходных. В самом деле, куда ты собираешься пойти? Я подумывал о поездке в район Санта-Барбары. Ты там раньше бывал. На самом деле, да. Я поехал сюда несколько лет назад и прекрасно провел время. Приятно это слышать. Что вам в этом понравилось больше всего? Пляж был просто потрясающим, а центр города был просто очаровательным. Замечательно. Звучит как раз в моем переулке. Какие-нибудь рекомендации о том, где остановиться? Дай мне подумать. В этом районе много отличных отелей и отелей типа «Постель и завтрак». Я надеялся, что ты так скажешь. Есть ли у вас какие-либо конкретные фавориты, которые вы бы посоветовали? Что ж, прямо на набережной есть очень хороший бутик-отель, который мне очень понравился. Звучит отлично. Опять же, как оно называлось? Кажется, отель назывался «Мирамар Бич Отель». Отличное расположение и удобство. Отель Мирамар-Бич. Понял. Мне придется разобраться в этом. И если это не совсем то, что вы ищете, есть много других вариантов. Приятно знать. Мне нужно будет провести еще несколько исследований и посмотреть, что лучше всего подходит. Уверена, вы найдете идеальное место для отдыха и восстановления сил. Надеюсь, что да. Небольшой отдых — это как раз то, что мне сейчас нужно. Я вас слышу. Иногда нам всем нужно отвлечься от повседневной рутины. Совершенно верно. Мне не терпится спланировать все детали и забронировать что-нибудь. Что ж, дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы по Санта-Барбаре. Я с радостью помогу. Урок 22. Ажиотаж в сфере вирусного маркетинга. Доброе утро. Вы видели последнюю маркетинговую кампанию в социальных сетях? Да, у меня есть. Это вызвало настоящий ажиотаж в интернете. Вау, правда. Что вы думаете об их подходе? Кажется, это отличный способ заставить людей говорить и заинтересовать аудиторию. Определенно. Креативные визуальные эффекты и броские слоганы очень привлекают внимание. Совершенно верно. И то, как они используют влиятельных лиц, просто гениально. Ах да, заходить в эти известные социальные сети очень умно. МММ — это помогает расширить охват компании и повысить доверие к ней. Конечно. А интерактивные элементы, которые они включили, действительно интересны. В целом,
Конкурсы и конкурсы в социальных сетях — отличный способ вовлечь людей. Определенно заинтересовать людей и инвестировать в бренд. Именно так. Это эффективный способ развить чувство общности и лояльности. Впечатляющие вещи. Похоже, они действительно выполнили домашнее задание. Совершенно верно. Уровень стратегического планирования и исполнения на высшем уровне. Мне интересно посмотреть, как все это будет развиваться и какие результаты они получат. Я тоже. Будет интересно отслеживать эффективность и влияние компании. Конечно, этот вид инновационного цифрового маркетинга — путь в будущее.